Многие люди, играющие в страйкбол, абсолютно не представляют, насколько сложно организовать и провести даже небольшую страйкбольную игру. И когда они сами пытаются что-то проводить, то зачастую совершают довольно грубые ошибки. В этом видео я расскажу, как правильно планировать и проводить страйкбольные игры начинающим организаторам. И кстати, с вами Марти, это Страйкбольная Академия. Небольшое отступление. Страйкбольная Академия не выходила уже 4 месяца, потому что данная рубрика очень трудозатратна. Я рад сообщить вам, что теперь у нее появился генеральный спонсор – страйкбольный магазин Airsoft Rus, одна из крупнейших страйкбольных торговых сетей в России. Поэтому в ближайшие месяцы Страйкбольная Академия будет выходить регулярно. Кстати, ссылка на сайт магазина в описании к видео. Подготовка к любой страйкбольной игре должна включать следующие этапы. Поиск и изучение полигона, согласование полигона, устранение опасных мест, написание сценария, подготовка реквизита, привлечение помощников, приглашение и регистрация игроков. Как найти полигон? Самый простой способ – это использование спутниковых снимков Google, Яндекс или других подобных сайтов. В качестве полигона подойдут заброшенные фермы, пионерские лагеря, коттеджные поселки или просто участок местности с интересным ландшафтом. Очень важно, чтобы рядом с полигоном были дороги и подъездные пути, но при этом рядом не должно быть жилых домов или работающих объектов. Затем вы должны проверить и изучить полигоны на месте. В большинстве случаев отмеченные вами локации будут непригодны для игр, но в некоторых случаях вам, скорее всего, повезет. Полигон желательно сразу изучить, заснять на фото или видео. Рекомендую использовать планшет или смартфон с картографическим приложением, чтобы отметить наиболее важные объекты. Например, хорошие игровые здания, место для стоянки машин, травмоопасные объекты и прочее. Если полигон не является частной собственностью, например, участок леса, то небольшую игру на нем в принципе согласовывать не нужно, если только это не лесхоз или особо охраняемая территория. По сути, вы просто выезжаете с друзьями на природу для занятия активным отдыхом. Главное ничего не портить, не сжечь и не мусорить. Заход! Сзади, ты здесь, туши! Туши! Поиграли. Ну-ка. Но вот техногенные полигоны, например, заброшенные лагеря или коттеджные поселки, могут быть в частной собственности, поэтому желательно согласовать этот вопрос с владельцем. Но если объект не закрыт и не охраняется, скорее всего до него никому нет дела, и как минимум воскресные пострелушки вы можете спокойно там проводить, никого не спрашивая. Если рядом с полигоном есть жилые дома, желательно заранее известить полицию об игре. Для этого достаточно поговорить с участковым и написать заявление, чтобы у вас не было проблем, если кто-то из соседей вызовет полицию. Тут вся улица Ягодина позвонил, тут кошмар, кто происходит. Все соседи позвонят, стреляются, убиваются. Сейчас отвечаю, сейчас весь отдел Калининский приедет, тут вообще жопа. На техногенных полигонах нередко встречаются опасные локации, например, ветхие здания, открытые колодцы и так далее. Все эти локации вы должны обезопасить или хотя бы сделать заметными для игроков. Все колодцы должны быть закрыты. Если есть более крупные опасные зоны, обозначьте их киперной лентой. Битые стекла из окон лучше извлечь. Само собой, вы не сможете сделать подобный полигон абсолютно безопасным, но помните, что здоровье игроков – это в том числе и ваша ответственность. Сценарий – это один из важнейших элементов страйкбольной игры. У вас может быть отличный полигон, замечательные игроки и даже бронетехника с авиацией, но без хорошего, продуманного сценария все это ничего не значит. Сценарий игры – это вся ее теоретическая часть, то есть деление игроков на стороны, цели и задачи сторон, расположение баз сторон, важных точек, мертвяков, дополнительные квесты и многое-многое другое.
Только написанию сценария для страйкбольных игр можно посвятить целое большое обучающее видео, но в данном курсе я этого делать не буду, а дам лишь несколько наиболее важных советов. Не усложняйте цели и задачи сторон. Они должны быть просты и понятны всем участникам. Поверьте, большинству игроков не интересны сложные, замудренные квесты. Они хотят много интересных, динамичных боевых ситуаций. И ваша задача создать для них эти ситуации при помощи сценария, цель, задач и дополнительных квестов. Если вам не хватает своих идей, почитайте сценарии более старых игр. Возьмите те элементы, которые вам подходят, и адаптируйте под ваши условия. Даже если игра построена вокруг банального захвата флага или какого-то ящика, она может быть интересна всем игрокам. Главное правильно вписать сценарий в ваш полигон. Кстати, сценарий пишется от полигона. То есть сначала вы изучаете полигон и под его условия пишете сценарий. Потому что вы можете написать самый лучший сценарий, но не найти под него полигона. Запомните, полигон, затем сценарий. Хороший игровой реквизит – это немаловажный элемент. Даже если сценарий прост как 2 копейки, подготовкой реквизита вы должны заниматься заранее и относиться к этому серьезно. Минимальный набор – это жилетки для организаторов, флаги для обозначения мертвяков и важных точек, киперная лента и какие-то квестовые предметы, если они нужны. Сценарий и прочие подготовительные этапы вы можете сделать даже в одиночку, но непосредственно на полигоне вам, скорее всего, потребуется помощь. И количество возможных помощников или игровых посредников зависит от масштаба и сложности игры. Если это небольшая воскресная пострелушка, то вы можете справиться и в одиночку. Но если игра с более сложным сценарием, где у сторон есть штабы и серьезные задачи, то необходимо хотя бы по одному игровому посреднику на каждую из сторон. Игровые посредники будут контролировать командующих, выдавать им квесты и вводные, следить за соблюдением правил и докладывать об обстановке главному организатору, то есть вам. Да, на игре должен быть главный организатор. Он принимает все конечные решения и несет всю ответственность за игру. Для размещения приглашений на игры обычно используют региональные страйкбольные форумы или группы ВКонтакте. Начинающим организаторам я рекомендую создать мероприятие ВКонтакте и разослать ссылку на нее лично командам и игрокам, которых вы хотите видеть на игре. Также рекомендую создать тему для регистрации игроков, чтобы все потенциальные участники видели, сколько людей едет на игру. Итак, наступил день игры. Вы хорошо подготовились и далее действуйте по моему плану. На построении коротко расскажите сценарий, игровые цели и другую важную информацию, потому что половина игроков обычно не читают сценарий до игры. Подняли руки честно, те, кто не читал сценарий. Я никогда не читаю. Для таких людей, как вы, я специально распечатал несколько экземпляров. Чтобы не сорвать голос раньше времени, используйте громкоговоритель. Все построились, все строятся! Бегом! Иначе фоток на аватарку не дам. Если игроков слишком много или у вас нет громкоговорителя, воспользуйтесь обыкновенными рациями. Все игроки, у которых они есть, настраиваются на частоту организатора, и вы спокойно говорите все, что вам нужно на построении. Оплата за игру – это вопрос довольно щепетильный, но лично я считаю, что организация даже воскресной пострелушки, если она сделана хорошо, стоит того, чтобы за нее заплатить. Но если вы начинающий организатор, я рекомендую делать игры либо бесплатные, либо дать возможность игрокам самим пожертвовать любую сумму, которую они считают нужным. Подготовьте для них специальный контейнер для пожертвований. Понеслась! Игра началась, и как вы помните, любой, даже самый хороший план битвы работает до первого выстрела. То же самое относится и к сценарию игры. Вы должны постоянно и внимательно следить за ее ходом и вносить коррективы, если что-то пойдет не так. У вас обязательно должен быть план Б, например, если одна из сторон начнет сразу сливаться. Помните, что ваша задача сделать интересную игру для всех игроков, а не дать возможность одной из сторон самоутвердиться за счет победы. Я расставляю снова контейнеры и играем по тому же сценарию.
сценарию. После игры рекомендую провести построение и огласить ее результаты. Также напомните игрокам о возможности отдать добровольные взносы. Возможно, те, кто пожадничали перед игрой, с удовольствием отблагодарят вас после. Кто хочет отблагодарить организаторов, можете отблагодарить только финансово, других способов не надо. И обязательно узнайте мнение участников об игре. Вы можете сделать это при помощи личного общения, отзывов или анонимного голосования. Объективная критика поможет сделать ваши игры лучше. Надеюсь, мой опыт в проведении игр поможет начинающим организаторам создать свои интересные проекты. Так что наградите меня лайком, подписывайтесь на канал, не забывайте, что в описании очень много полезных ссылок, и всем удачи на игре!